Новое поколение одного из самых популярных кроссоверов в мире. Встречайте абсолютно новый Toyota RAV4. С 1993 года по всему миру было продано больше 50 миллионов экземпляров. Поколения менялись, и вот перед нами самая свежая версия. Что изменилось? Внешность, салон, технологии. Обо всем расскажу вам я, Томас, на канале Авточувство. 4К на весь экран, досматривайте до конца. Поехали. Перед нами версия GR Sport. Чуть позже покажу и обычную комплектацию, но начать хочется именно с этой. Более спортивной, более агрессивной GR Sport. Фирменная эмблема GR, решетка радиатора в виде сот с глянцевыми черными ребрами. И обратите внимание, даже логотип Toyota здесь затемнен. Визуально RAV4 теперь выглядит куда солиднее. Посадка стала увереннее, фары другой формы, а с этим насыщенным красным цветом вообще смотрится очень ярко. Скоро покажу и другие цвета. У версии GR Sport колея стала шире, на 20 мм. Подвеску тоже доработали, спереди амортизаторы с улучшенной отдачей, а сзади переработанная конструкция, созданная специально для этой комплектации. В целом подвеска стала немного жестче. 20-дюймовые черные диски здесь идут по умолчанию, смотрятся мощно и подчеркивают спортивный характер машины. И да, скоро сможем прокатиться, так что я расскажу, как RAV4 ощущается на ходу. Силовые установки на выбор. Гибрид и подзаряжаемый гибрид. Подробности чуть позже. Сейчас перед нами как раз подзаряжаемая версия. Хорошая новость, машина поддерживает зарядку переменным током до 11 кВт. А еще быструю зарядку постоянным током до 50 кВт. С 10 до 80% батарея заряжается примерно за 30 минут. Батарея 23 кВт общей емкости. Сколько из них реально доступно, производитель, как обычно, не указывает. За это можно слегка пожурить. Но когда протестируем, постараемся выяснить, сколько там по факту. Подробно про силовую установку расскажу, когда доберемся до передней части. Здесь двухцветная краска с контрастной крышей. Если хочется спокойнее, можно выбрать однотонную версию. И еще один штрих. У GR Sport расширители колесных арок фирменной трапециидной формы, да еще и в глянцевом черном цвете. Задняя часть вертикальная, классическая, пока многие кроссоверы становятся все более купеобразными. RAV4 остается верен практичности, а значит и места в багажнике больше. Скоро покажу и его. Фонари получили современную световую подпись, вот она. Поворотники размещены по бокам. Посмотрите, насколько массивная вставка в нижней части заднего бампера с черной отделкой. Опять же, это версия с подзаряжаемым гибридом. Видим обе эмблемы PHEV и GR Sport именно для этой комплектации. И да, можно выбрать передний или полный привод, как для обычного гибрида, так и для подзаряжаемого. А по длине без изменений. 4,6 метра или 181 дюйм. А теперь коротко взглянем на обычный обновленный RAV4, без обвеса GR Sport. Обратите внимание, у него тоже новая решетка радиатора с элементами в стиле SOT, но она менее агрессивная и в большей степени окрашена в цвет кузова. В этом случае темно-синий. Цвет, кстати, интересный. Выглядит чуть матовым, хотя на самом деле это не настоящая матовая краска. Переходим к колесным аркам. В отличие от GR Sport, здесь они не глянцевые, отделка более матовая. На ощупь мягче, даже приятнее. Такая мелочь, которую сразу чувствуешь, если провести рукой. Диски, конечно, другие. Честно говоря, мне они нравятся. Яркий дизайн смотрится эффектно. Диаметр тот же 20 дюймов. Но если комфорт важнее, всегда можно выбрать вариант с меньшим размером. Что еще бросается в глаза? Крыша. В этой версии она не контрастная в цвет кузова. Хотя визуальное разделение все равно есть, за счет черной вставки, которая отделяет верхнюю часть. Сзади тоже немного иное оформление. Здесь нет черной вставки в нижней части, как у GR Sport. Вместо нее контрастная серебристая вставка. Смотрится иначе, но тоже интересно. Фонари те же, и логотип Toyota здесь затемненный, мелочь, а стильно. Вот, кстати, и ключ-брелок. В целом все стандартно, без изысков. А как звучит закрытие дверей? Ну, честно говоря, тоже ничего выдающегося. Мы уже привыкли, что у Toyota, как и у Mazda, на это особо не делают акцента. Теперь посмотрим на карты дверей. Пластик вроде бы с текстурой, но в основном жесткий. Есть вставки из кожзама, они немного мягче, особенно в районе локтя, но даже она могла бы быть чуть помягче. Тот же простой пластик, без сюрприза. Здесь накладка на порог с логотипом GR Sport, коврики тоже с фирменной эмблемой GR. Интерьер базовой версии я вам покажу чуть позже. А пока взглянем на руль GR Sport. В центре шильдик GR, а по внутреннему шву красная строчка. Кнопки на руле, кстати, остались физические, громкость слева, круиз-контроль справа. Не пугайтесь, если вас смущают приборы в этом экземпляре. Это предсерийная сборка. В финальной версии будет полноценная цифровая приборка на 12,3 дюйма и мультимедийный экран на 13.
Сейчас же просто временная заглушка, чисто чтобы показать размер и расположение. Теперь к сиденьям. Это спортивное кресло версии GR Sport. По центру микрофибра, по бокам кожзам. Согласитесь, смотрится классно. Проверим, насколько они удобны. Есть электропривод, настраиваем под себя. И да, даже для высоких посадка комфортная. Все по кроссоверному. Сидишь высоко, спина ровная. Что по пространству над головой? У меня рост 1,89 м. Запаса немного, но сижу нормально, без дискомфорта. Есть шторка на небольшую стеклянную секцию крыши. Открывается вручную, полностью перекрывает стекло. Мне такой вариант нравится. Просто надежно, без моторчиков и электроники. Руль приятный, регулируется по высоте и вылету. Важно, хотя это не видно сразу, интерьер получил абсолютно новую программную архитектуру. А это значит, помощники водителя и все системы помощи теперь работают на совершенно другом уровне. Что еще по салону? Спереди открытая ниша для мелочей. В GR Sport нижняя часть торпеды обшита кожзамом, на ощупь приятно. Бардачок открывается мягко, с доводчиком. Рядом заметный селектор режимов движения. Trail, Snow и Normal. Кнопки с хорошим тактильным откликом. Нажимаются четко, приятно. Слева еще один переключатель отвечает за выбор режимов езды и переход в полностью электрический режим. По бокам центрального тоннеля по USB-C разъему мощностью 15 Вт. А вот здесь кнопка помощи при спуске с горы. В центре ниша под мелочевку. Сверху, слева беспроводная зарядка для смартфона. Справа просто площадка, например, под второй телефон. Охлаждения тут нет, по крайней мере, на вид. Подстаканники с адаптивными вставками можно подстроить под нужный размер. Если надо, вставка легко вынимается. А вот и компактный селектор режимов вождения. Напоминает старую систему от Volkswagen. Ту, что была до того, как они перенесли переключатель на руль. Центральный подлокотник, честно говоря, мог бы быть помягче. Но у него интересная конструкция, он разделен на две половинки. Внутри еще один USB-C и розетка на 12 вольт. Повторюсь, он разделен на две половинки и может открываться с обеих сторон. Удобно и практично. Стандартные подрулевые переключатели и лепестки переключения передач за рулем. Вот место под 13-дюймовый мультимедийный экран. Это пока не финальный дисплей, просто заглушка. Но что точно будет, это физические кнопки управления климатом. Теплее, холоднее, все привычно. И, что приятно, аналоговая крутилка для громкостей. Цифровые технологии — это хорошо, но немного аналога никогда не мешает. Зеркало заднего вида тонкое, аккуратное. Над ним компактный отсек для очков встроен в потолок. Теперь солнцезащитные козырьки. Подсветка есть. Проверим. В бок не выдвигаются, немного жаль. Вот тут блок проекционного дисплея. При включении информация появляется прямо на лобовом стекле. А вот Илья по студии гуляет. Теперь пара фирменных штрихов от GR Sport. Во-первых, алюминиевые педали. Во-вторых, накладки для коленей из микрофибры. Материал приятный, но, честно говоря, под ним хочется побольше мягкости. Переходим назад. Дверь открывается не слишком широко. При установке детского кресла это может быть немного неудобно. Пластик на дверях не самый мягкий. Есть вставки из кожзама в зоне подлокотника. В карманах жесткий пластик, микрофибра по центру, кожзам по краям. Есть крепление Isofix, расположенное снаружи, удобно. В подлокотнике пара подстаканников. Не адаптивные, но свои функции выполняют. По регулировке спинки можно откинуть в двух положениях. Либо строго вертикально, если нужно освободить место для багажа, либо с наклоном для большего комфорта. У меня рост 1,89 м, и я все еще спокойно размещаюсь. И по высоте, и по месту для ног. Даже если водительское кресло настроено под меня, сзади остается простор. Есть два USB-C порта по 15 Вт. Пол немного приподнят из-за батареи. Колени, как видите, чуть выше, чем обычно. Но назвать это серьезным недостатком нельзя. Места все равно достаточно, сидеть удобно. Салон получился просторным и хорошо продуманным. А теперь заглянем в багажник. Вот, складываем шторку. Смотрите, по высоте места хватает. Чемодан спокойно можно поставить вертикально. На коврике логотип GR Sport. Под полом дополнительная ниша, а под ней есть запаска. Это радует. Ширина багажника впечатляет. У заднего ряда чуть больше метра, примерно 40 дюймов, а ближе к проему почти 1,2 метра. Это 48 дюймов. Отлично.
по высоте от пола до потолка около 77 сантиметров или 30 дюймов. Спинки задних сидений можно сложить, но вручную. Удаленного привода здесь нет. В сложенном виде от края багажника до спинок передних сидений около 1,85 метра, это примерно 73 дюйма. Теперь под капот. Здесь 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель. У нас подзаряжаемый гибрид, но давайте коротко по всем вариантам. Обычный гибрид 180 лошадиных сил в переднеприводной версии, 190 в полноприводной, а вот подзаряжаемый гибрид 270 лошадиных сил с передним приводом и свыше 300 лошадиных сил с полным. Разгон до сотни около 6 секунд. Это уже уровень настоящего горячего кроссовера. И ключевая фишка. У подзаряжаемого гибрида батарея расположена по центру в нижней части кузова, то есть как у электрокара. Низкий центр тяжести и управляемость от этого выигрывает. Лично я с нетерпением жду, когда смогу прокатиться на этой версии с новой батареей на 30% больше и всеми апгрейдами. Теперь короткий взгляд на салон обычной версии без GR Sport. Потолок светлый, приятный. Видите, панорамная крыша, она почти во всю ширину салона. Есть шторка, которая полностью открывается, правда сейчас машина не подключена к питанию, так что показать в действии не можем. По материалам сидений точной информации пока нет. К ним еще вернемся. Но кресла GR Sport с микрофиброй уже запомнились надолго. А вот еще и один цвет кузова. Кажется, мы нашли фаворита на сегодня. Лия, как тебе? Кивает, значит точно фаворит. Это оттенок что-то вроде серая песчаная дюна. Идеально сочетается с такой решеткой радиатора. Смотрится стильно и выделяется на фоне других. Сбоку видно. Колеса тоже 20-дюймовые в черном глянце. И в целом с этими блестящими арками образ получается законченным. А в задней части кузова светлая вставка в нижней секции. На фоне темного кузова контрастно и свежо. Все выглядит очень сбалансированно. Вернемся в салон. Да, GR Sport — это про мощь, спортивность, эффектность. Но, честно говоря, и этот интерьер тоже классный. Смотрите на сиденья. В центре серая микрофибра, по краям кожзам. И, пожалуй, это моя любимая комбинация на сегодня. Микрофибра добавляет уюта и современности, а кожзам дает тот самый дорогой акцент. Причем сиденья не только красиво выглядят, в них реально удобно сидеть. Так что да, GR Sport оставил сильное впечатление, но, возможно, вот он мой личный фаворит дня. Именно этот цвет кузова и вот такой салон. А вы как думаете? Как вам новый RAV4? Вы бы выбрали спортивную GR Sport или больше по душе классическая версия? И скоро мы поедем на нем. Что хотите увидеть в тесте? Обычный гибрид или подзаряжаемый? Пишите в комментариях, посмотрим, кто победит. Снаружи, конечно, машина смотрится очень уверенно, особенно в версии GR Sport, но и интерьер не отстает. Особенно приятно, что качество отделки и продуманность радуют уже на этапе предсерийной сборки. И главное, мы смогли показать вам разные версии. Если вы рассматриваете новый RAV4, подзаряжаемый гибрид — это реально стоящий апгрейд. Теперь самое интересное. Посмотрим, как новый RAV4 покажет себя на фоне конкурентов.